Привет, мои дорогие! К вам идут счастливые события. Ваша жизнь, ваша личная и профессиональная жизнь через полгода. Такое предсказание. Оно актуально с того момента, когда вы нашли это видео, и помогут мне сегодня разобраться в фактах вашей будущей жизни и дать вам советы. Две колоды. Это игральная карта и младшие арканы Таро. Здесь Джейн Остин, так называемая колода, а также 78 дверей покажут ваши счастливые события через полгода. Мы просмотрим все детально, подробно. Вы получите советы и сможете сделать выводы, как вам жить, к чему стремиться. Раз взгляд предсказателя упал на дно колоды, нужно обратить внимание. Это туз пентаклей. И вот это главное, пожалуй, то, что заложит фундамент раскладу на картах 78 дверей. У вас ключи от вашего будущего рая. У вас ключи от будущего счастья. И ключи у вас в руке. Вообще, на самом деле, каждый человек имеет ключ к своему счастью у себя в руке. Просто большое видится на расстоянии, и часто мы сами не знаем, что имеем, и не ценим, что имеем. И не знаем, иногда Таро открывает нам глаза на то, что лежит на поверхности. И вроде было видно, но мы не видели, потому что взгляд был замыленный какими-то мыслекрутками, установками или усталостью, или другими людьми, которые запутали вас. Выгодно им или нет, но делают это люди, зная или не зная, по знанию или незнанию. Туз – это начало, а вы здесь в контроле. Пентакли – это контроль над вашими обстоятельствами. Во-первых, будет точно контроль над вашей финансовой сферой, и вы достигнете большого успеха в финансах, а также будет контроль вообще над вашей жизнью. Вы будете заниматься тем, что для вас ценно, что для вас полезно, и тем, что вас приведет к успеху. Мы, если так по статистике, почти весь день занимаемся тем, чем нас заставляют другие люди заниматься. И это никак нас не может привести к личному успеху. Да и толку другим людям нет от этого, если они нас толкают как бы без нашего желания, без нашего кайфа заниматься их делами, да? Очень часто так бывает, или домашние, или на работе, или соседские связи, такие, что большую часть своего дня мы проводим, помогая другим, думая о других. И то, что на поверхности лежит, ключ к нашему успеху, мы не видим. Так вот, туз пентаклей говорит, что через полгода вы себя не узнаете. Вы будете обновленные, вы будете счастливые, вы будете такой человек, который имеет ключ от своего счастья у себя в кармане. То есть знает алгоритм своего счастья. Это первое, что карты открыли, так что стоит смотреть расклад, он будет для вас очень интересный. Посмотрим дно колоды на Джейн Остин. И здесь у нас валет червовый. Это любовь, это романтика, это может быть знакомство для любви, это может быть приключение жизненное, это может быть специальность, которую вы будете любить, дом, квартира, которую вы будете любить, вид на жительство, что-то, где-то что-то изменится в вашей жизни, то, что вы будете любить. Вальты – это всегда хлопоты и заботы, а валет червовый – это заботы сердечные, которые приятны сердцу и которые приведут вас к личному успеху, то есть к личному счастью. Кстати, личное счастье – это не только сфера любви, это все 12 сфер, 12 проявлений человека. Личное счастье – это комбинация всяких составляющих, которые позволяют нам идти своим путем, не чужим путем идти по жизни, а своим. Итак, давайте будем делать расклады. Здесь будет два расклада, левый и правый. Конечно, если вы привыкли к предсказанию онлайн, хозяин, барин, вы распоряжаетесь видео так, как вам удобно, вы можете выбрать либо левый, либо правый расклад, но такое условие ставит Вселенная, потому что высшие силы здесь с вами разговаривают, а я просто проводник, я передаю информацию, которую получаю от карт.
Поэтому я вам советую смотреть видео от начала и до конца. Иногда так бывает, что в каком-то процентном соотношении что-то проиграется с левого расклада, что-то с правого, и вы это все вместе сложите в будущую картинку своего мира и сделаете свою жизнь счастливой. Карты дают советы, как сделать жизнь счастливой, а творцы счастья мы, конечно, сами. Но без этих подсказок никуда, потому что нам карты подсказывают, в какой сфере будет успех и как его достичь. Итак, я для начала беру 3 карты. Ваша жизнь через полгода. В чем вам повезет, где искать свое счастье. 3 карты для начала. Такие 3. Конечно, буду добавлять. И теперь 3 карты из этой колоды, которые заложат фундамент ваших будущих полгода. Итак, 1, 2 и 3. Смотрим. Кстати, актуально с того момента, когда вы нашли. Мои старые видео, они как старое выдержанное вино, они еще лучше помогают, потому что многим помогли. Но новое видео, конечно, имеет новую информацию. Поэтому в тот момент, когда вы нашли это видео, в тот момент для вас и актуально. Давайте смотреть с левой стороны. Здесь у нас карта Луна. И карта Луна показывает личную дорогу человека. У карты Луны несколько значений. Самое главное значение – это те таланты, ту судьбу, которую вы наследовали по наследству, вам нужно продвигать. Потому что часто бывает так, что мы занимаемся профессией не по талантам, а потому что нас в детстве там было удобно в то или другое учебное заведение отдать, да? Или тот или другой учитель хорошо знали свой предмет и как-то нас вдохновили. А это была не наша дорога. И как часто бывает, что 10-20 лет, а то и больше, люди занимаются профессией, которая им не в кайф, не приносит наслаждения, не приносит реализации своих талантов. Как такое бывает часто? Практически очень многих, да? Идем не по своей дороге и не можем нащупать что-то свое. Потому что часто бывает так, что мы не включаем высшие силы, вот светило, в то, чтобы нам помочь. Луна помогает найти свою дорогу, открыть свои таланты. И Луна имеет для вас совет именно через эту карту, которую я сейчас скажу. Понимаете, Луна никогда не бывает одинаковая. Она каждый раз показывает нам другую сторону свою. Вообще в астрологии ничего не бывает одинаковым, каждый раз по-другому все на небе. Но Луна – это самый сильный символ перемен, потому что все 28,5, почти 29 лунных дней Луна постоянно себя показывает другой стороной и дает нам понимание того, что жизнь – это на самом деле путешествие, не конечная цель, а перемены, и наслаждаться переменами. Это как вы идете по лесу. Солнышко пробивается через деревья везде по-разному. Дорожка лесная вьется. Суть лесная дорожка – это ваше подсознание, ваш внутренний мир. И когда вы идете по этой дороге лесной, постоянно блики солнца. И каждый раз новое дерево, новый вид природы, который перед вами открывается, он другой, он отличается. И все потому, что взаимодействие солнца, природы земной и вашего ума, вашего восприятия, вашего сердца, вашего настроения все время все меняется. И в этих переменах и есть и радость жизни. Здесь карта Луна четко говорит, что через полгода вы будете новым человеком. Поменяетесь полностью, будете другая. И вообще через полгода весь ваш организм все обновится, это уже даже учеными доказано, да. Но важно, что когда ваш организм обновится тоже и сознание. То есть вы начнете верить в свои силы, доверять своей судьбе, доверять своей мечте. Здесь Луна тоже указывает на личную жизнь. Это касается вас, если в паре вы, например, ссоритесь или еще пока нет пары. Через полгода у вас личная жизнь очень поменяется. В какую сторону она поменяется, показывает вторая карта. И это колесо фортуны. Ваша жизнь не просто поменяется через полгода, она станет счастливой. И личное особенно, да, личное, то есть взаимодействие с любовью. У нас личная жизнь, у кого-то это партнер, у кого-то это любимое дело, которое детище ваше творчество. То есть ваша жизнь станет счастливой. Колесо фортуны – это
карта счастья. Все очень-очень просто, да. Вы, наверное, сами видите по картам. Здесь главное дело взять карту, увидеть ее содержание, это каждый может. Колесо фортуны и Луна. Луна говорит: смотри, иди по жизни и выбирай то, что тебе в кайф, то, что больше резонирует, то, что больше дает энергии. И каждый день это делай. Мы каждый день делаем выбор, решаем: хочу, не хочу, люблю, не люблю, иду по этой дороге или чуть-чуть сворачиваю. Через полгода вы так выровняете свой жизненный путь, что он будет вам в радость. И тоже колесо фортуны говорит, что вы приобретете что-то. Кто-то через полгода приобретет по колесу фортуны новую квартиру, кто-то приобретет новую любовь, кто-то приобретет новый вид на жительство, новую профессию, новую себя, обновленную, с новыми привычками. Фигура станет гибкая, красивая. Новый вы, потому что вы по-новому ухаживали за своим организмом, и организм дал вам новую красоту. Вот это все произойдет. Эту карту мы оставим тайной, потом ее посмотрим. А сейчас я перейду на 78 дверей. Мне не терпится посмотреть, как ваша жизнь обновится через полгода. Это карта влюбленные. В принципе, Луна и влюбленные практически та же энергетика. Это тоже энергетика обновления. Это энергетика нового уровня либо отношений, либо это новый уровень вашей профессиональной деятельности. Когда вы находите возможность того, чтобы продвинуть себя вперед в профессии, например, получить лучшую должность, например, вообще полностью, у многих проиграется, кстати, это, вы полностью поменяете профессию. Вы просто станете на свои творческие ноги. Да? Вы станете на те ноги, которые приведут вас к пониманию: вот это мое, это дает мне силы, дает мне энергию. Я бы это даже делала, если бы не платили ничего. Но вам будут платить, конечно, потому что влюбленные — это всегда карта прибыли, успеха, перехода на новый уровень, когда у вас всего достаточно. На этой карте есть смысл архангела Гавриила, Рафаила и Михаила. В основном Михаил, а два другие архангела всегда приходят с Михаилом. Сейчас объясню. Архангел Михаил всегда освобождает от негативных привязок. Негативные люди с их влиянием, негативные обстоятельства, какие-то бытовые, финансовые обстоятельства, которые вас напрягают сегодня, знайте, что через полгода вы от всего этого полностью и на 100% избавитесь. Потому что архангел Михаил в 6-й карте, в карте влюбленные, он как бы туда вносит защиту от высших сил. То есть высшие силы вам говорят: если были какие-то привязки, то, что мешало, архангел Михаил убирает весь негатив. Но с ним приходят два других архангела – Рафаил и Гавриил. Гавриил дает уверенность. Это Гавриил приносит добрую весть. Вот как к Деве Марии приходил Гавриил, да, добрую весть. То есть Гавриил дает то, что многим нам нелегко иметь. Это вера в себя. Гавриил дает веру в себя. Когда Мария потеряла веру в себя, она сказала: не понимаю, почему со мной такое получилось, что это, что со мной произошло, там у нее было это зачатие внебрачное, да, что теперь меня могут побить камнями, за что я вела очень благочестивую жизнь, при храме была и работала тяжело. Вдруг за что мне это? И тогда, чтобы ее вдохновить и объяснить ей, что это на самом деле все хорошо будет, пришел архангел Гавриил и сказал: это тебе на благо, не бойся, тебя камнями не побьют. Точно так и здесь Гавриил говорит, что не бойтесь, вы не потеряете это дело, не бойтесь, вы не потеряете этого любимого, не бойтесь, вы не потеряете эти финансы, этот дом или квартиру, не бойтесь, вы не потеряете ничего. Вы найдете новый уровень. Влюбленные — новый уровень. И еще приходит вместе третий архангел. Это архангел Рафаил. Почему Рафаил вместе с Михаилом? Потому что Михаил имеет вот этот волшебный меч, воин света, да? Он отсекает очень так, знаете, assertive, очень смело все, что вам мешает. Пуповины такие. Но раз пуповины негатива были в вас протянуты, там уже болезненно все отказаться от мыслекрутки вредной, или мы уже привыкли быть жертвой, да, вот об этом идет, да, только я народным языком говорю, да, тот, кто там
какой-то психиатр, он говорит термин, который нам непонятны, но об одном и том же я говорю, да. То, что мы, астрологи, знали давно, теперь вот ученые только начинают нащупывать, что от ментального фона все зависит, абсолютно все. Так вот, Михаил, он отрезает ментальные негативные привязки. Что делает Рафаил? У него руки, у него идет исцеление из центра ладошки. Руки прикладывает архангел Рафаил, чтобы заживить раны, чтобы вы себя больше жертвой ни в коем случае не чувствовали. Вот об этом эта карта. Через полгода вы будете полностью обновленные по карте влюбленные, новый человек. Следующая карта — 8 пентаклей. Через полгода у вас будет стабильность в материальном плане. Вы будете точно иметь хороший доход, стабильный доход. 8 — это когда дважды стабильность, да, 4 плюс 4. И пентакли — это деньги или ценности. То есть вы определите, какой мужчина для вас ценный, какой стиль жизни ценный. Потому что работать себе в ущерб каждый умеет. Работать со стрессом, работать на нелюбимой работе, тянуть себя как бы, да, каждый это может. Здесь не надо особого знания. Но работать в кайф — это особое искусство. Это искусство, которое будет с вами, потому что вы нащупаете этот алгоритм, когда вы работаете не только потому, что нужно положить кусок хлеба на стол, нужно сделать людям хорошо, нужно позаботиться о детях, о своем доме, для этого нужны средства. Это не будет самоцель, это не будет цель тоже как бы только дать, но и взять от работы своей удовлетворение, именно от своей работы удовлетворение. И вот это тот пунктик, которого нет у многих. Многие так: поработаем, не хотим, придем домой раздраженные и будем отдыхать. А когда будем жить? То есть если мы работали с напрягом и не любили, пришли домой и нужно сбросить это напряжение, многие сбрасывают алкоголь, курение, лишняя еда, все вредное, на диване лежать, какой-то сериал слезливый посмотреть, ничего не помогает это. То есть когда жить? То есть пока вы работали, вы не жили, потому что вы мучились. Когда вы якобы отдыхаете от работы, вы в принципе тоже делаете что-то вредное организму, да? Теперь влюбленные, 8 пентаклей, ваш организм перестроится. И вы на работе не будете уставать, это будет эстетическое удовольствие. То есть энергии будет даже прибавляться. Когда придете домой, это будет просто переключение деятельности, а никак не какой-то особенный отдых от того, что вы делали без желания, или же вас напрягал босс, напрягали какие-то плохие люди на работе. Вот не будет больше этого всего. Будет у вас, во-первых, чистый заработок. Работать будете вдохновенно, 8 пентаклей. Это принесет вам прекрасные деньги, у вас будет финансовая независимость, финансовая свобода. Ну а еще, конечно, влюбленная говорит о любви. Так что у вас обязательно либо приумножится любовь, та, которая уже есть, еще будет лучше, либо будет новая любовь. Давайте теперь возьмем у этих левых карт дополнительную карту совета. Мужчина, карта мужчины, и король пик – это новый знакомый. Очень многих колесо фортуны с новым знакомым говорит, что это будет большая удача, что вы встретите какого-то человека. Может быть, для дружбы, может быть, для дел, для коллегу, соседа, кого-нибудь. Но самое главное, что этот новый знакомый может стать новым романтическим партнером, с которым будет очень приятно взаимодействовать. Этот новый знакомый для вас и для него будет как... для него вы, будет как удача, колесо фортуны, большая удача. Вы сможете словить вот эту удачу за хвост, да, и ваш тандем, ваше взаимодействие, это будет что-то необыкновенное. Здесь же я вижу, что расклады взаимодействуют, и здесь еще карта влюбленная с этой стороны. То есть ваше взаимодействие, оно и для него будет полезно, и для вас будет полезно, и даст вам возможность соединить ваши доходы, тогда удобнее жить, соединить вашу жилую площадь, тоже удобнее жить, соединить ваши идеи, ваши желания, а значит, они в 2 раза лучше исполнятся, да? Для девочек и мальчиков, кто уже в паре и кто, в принципе, другой пары не ищет, просто не умеет договориться друг с другом. Здесь
пиковый король – это тоже человек, который вам давал какую-то грусть, печаль, обиды. Теперь этот человек больше вам этих негативных эмоций не будет давать. С ним будет переход на новый уровень или с ней, если вы мужчина. И вы будете очень рады, потому что вы научитесь прекрасно взаимодействовать. Ведь взаимодействовать и с миром, и с другими людьми – это большое искусство. Берем 78 дверей, это карта Chariot. Она говорит, что, колесница. Эта карта говорит, что ваша жизнь будет стремительно меняться. Вот как-то новый день, ветер перемен. И каждый раз вы будете видеть, что движуха, да, вот такое слово народное, движуха, ваша жизнь будет стремительно меняться. То, что ваша жизнь будет меняться в лучшем ключе, это 100%. Такие карты, я уже их вам очень подробно описала. Но колесница, старший аркан, говорит, что стремительно все будет меняться, и вы будете как бы не просто у руля, вы будете у руля, но еще вы будете знаменитым. Именно по этой карте вам как-то покровительствовать будут другие люди, будут вам помогать. Если раньше вы чувствовали, вы как бы одна сражаетесь с этой жизнью, как будто вы сражаетесь с ветряными мельницами. Но сейчас другие люди как-то будут с вами заодно. Как-то все будет идти как по маслу. Если раньше у вас какие-то препятствия постоянно были, новый день приносил новые препятствия, и вы смотрите с утра, ну что такое, как бы и здесь преграда, и здесь, то я вижу на будущее полгода все будет как по маслу идти, как по накатанной. Давайте возьмем еще две карты из 78 дверей, чтобы советы получить подробные. 3 получилось. Хотела взять 2, получилось 3. Значит, так тому и быть. И мы еще возьмем тоже 3 тогда из этой колоды, чтобы получить дополнительные подсказки, советы. Конечно, Таро предсказывает будущее. Но самое главное, что делает Таро, это, конечно, оно показывает дорогу, как это хорошего будущего достичь, если есть препятствия, как их избежать, или как препятствия переделать в успех. Вот это самое основное. Еще один король, король Бубен. Это мужчина, может быть, молодой, моложавый, денежный, работает или в банке, или с финансами, или в продажах. 2 мужчины вам покровительствуют. Может быть, это ваш сын, который займется такой специальностью, профессию получает. Может быть, это новый знакомый, где-то в банке даст вам ипотеку на выгодных условиях. В выгодных условиях почему? Потому что колесо фортуны – это выгодные условия. И у вас все будет получаться. Это может быть 2 мужчины, которые вами интересуются и хотят завязать с вами отношения, хотят с вами познакомиться, потому что слышали о вас много, видели вас со стороны, и вы притягательны для этих людей. Так что это очень хорошо. Еще 2 карты. Эти 2. Давайте перейдем 78 дверей, тоже возьмем одну карту, чтобы по симметрии было. А здесь вообще 3 пентаклей, понимаете? Это творческий процесс работы над теми проектами, которые будут успешные. Как мы делаем? Мы работаем над проектом и смотрим, что что-то пошло не так. У нас есть 2 шанса. Это выправить немножко проект или вообще оставить. Иногда бывает так, что лучше вообще оставить, не доводить до конца. Не все дела, которые мы делаем, следует доводить до конца. Это все зависит от внутреннего самоощущения. Да? Но по 3 пентаклей это означает, что те 2 дела, которые вы уже делали, как бы вы их и до конца не довели, и результата они не дали, но из этих 2 дел у вас образовалась новая идея. И эта новая идея, она компонует в себе оба предыдущие 2 дела. То есть оба дела, может быть, это сфера какая-то и жизненная, которой вы занимались, одной и второй, или на работе, проекты дома, проект. Вот какие-то 2 дела. Они как бы вместе соединяются. Вроде ни один и другой не дает результата, но они вместе дают вам новый шанс и новую идею для 3-го дела. И это 3-е дело, которое не возникло из ничего так в воздухе, да, оно возникнет, я говорю о 6 месяцах, да, будущих. Это новое дело возникло от того, что вы и профессию по одному делу получили, и по второму, или знания какие-то, или жизненный опыт. Например, были 2 мужчины, да, вроде один не очень подходил, и другой не очень. Но вы осознали, что вам нравится в этом, что вам нравится в этом, и вы нашли себе 3-го мужчину, который идеальная пара. Или же в профессии что-то вот такое. 3-е дело выиграет.
И здесь вы получите огромные средства денежные, либо же будете очень счастливы. Тройка Пентаклей – одна из очень счастливых карт. И знаете, здесь, когда человек так воодушевлен тем, что он делает, это вы. Или в личной жизни, или в другой сфере. Что вам не результат важен. Результат в любом случае будет положительный. Вам даже не результат важен, а сам процесс. Вам процесс жизни. Ведь жизнь – это процесс, да, а не результат. Мы сами знаем это, да? Так, хорошо. Что скажет Остин здесь? С кем-то будет встреча. Такая карта чаепития. Эти карты очень красивые. Я иногда их показываю просто сверху, так, чтобы видно. Девочки, кто у меня новенькие или мальчики, смотрите другие расклады. Они потрясающие совершенно. Вот. И это карта Strength или сила, старший аркан. То есть мы, смотрите, здесь имеем 2 старших аркана. 3. Луна тоже. Луна говорит, что вы пойдете по своему жизненному пути. Ведь сколько людей говорят, я и не жила, потому что они шли не по своему пути. Но вы нащупаете, найдете свой путь, это вам гарантируется. За эти полгода произойдут сильные изменения, вы найдете свой путь. И этот путь будет очень успешный, потому что колесо фортуны. А также вам будет дана сила от природы, чтобы по этому пути идти было в кайф и с легкой поступью. Да? Что такое карта силы? Это когда легкая поступь по жизни. А у кого легкая поступь? У людей сильных мышечно, конечно. Вы заметили, если человек слаб, у него тяжелая поступь, потому что у него все мышцы не интегрируются. Это лишь пример тому, что будет легкая поступь не только, конечно, в вашей ходьбе, ну, естественно, а легкая поступь, например, в карьере, да? Потому что сила ваша в профессиональных знаниях и в опыте. Например, будет легкая поступь, что касается отношений в паре, потому что сила вашей пары в том, что вы не сдаетесь и вы преданы друг другу, именно в верности и в преданности сила. Об этом карта сила. И здесь идет намек на еще одного архангела. Вообще вам ангелы эти полгода будут очень сильно помогать найти свой путь и быть счастливым. А в карте силы идет намек на архангела Арииля. Есть такой архангел Ариэль, или же Ариил, по-русски так сказать проще. И это лев Бога. Это архангел, который называется лев Бога. В картах Таро он есть на карте сила и на двойке чаш. Там, где 2 человека обмениваются сердцами, карта такая брачная, бракосочетание, что ли, даже можно сказать. И там сверху кто бракосочетает? Не священник, конечно. Священник – это просто посредник, а сам Творец. И Творец не может каждому так, да, потому что, как сказано в Библии, мы бы не выдержали этой красоты Творца. Творец посылает архангела Арииля. Это лев Бога. То есть он защищает от негатива, лев Бога, и дает людям ощущение собственной важности для своей пары. Ведь мы так наблюдаем за этими знаменитостями, и мы забываем, что наблюдать за знаменитостями – это только архетипично, должно давать нам идею собственной важности, а не больше. Не будем отдавать им важность, а собственной важности. Ваша жизнь приобретет собственную важность. 2 человека какие-то, 2 мужчины. Или же это вы деловая, потому что король бубен, это может быть какие-то деловые, будут задачи решаться, бумажные какие-то дела, там суд, там мэрия, там может быть дарственное, может быть бумаги какие-то ценные, вид на жительство, вид на владение домом или же еще что-то, какие-то сертификаты какого-то обучения. Это вы, которая имеет постоянный доход, ведь Пентакли – это же и есть бубен, да, постоянный доход. И здесь мы имеем тоже другого мужчину. А король Пикчес – заступник, тот, который заступается за вас, то есть готов на все, чтобы вам было удобно жить. Итак, это отшельник. И эта карта тоже, старший аркан здесь вместе еще с 2 другими старшими арканами, говорит о том, что, смотрите, все будет быстро меняться по колеснице, много событий будет происходить в личной жизни, там свадьбы, крестины, там переезд в новые дома,
образование детей, что-то будет очень сильно много меняться, и вы будете меняться, я уже об этом много сказала. Карта колесницы – это стремительное движение вперед. Только держись за эту колесницу, потому что перемены очень много, и карта Луна об этом, в общем, да. Влюбленные тоже о том, что все будет идти все выше и выше и выше. Как мы делаем это? Каждый день мы ставим себе лично не конкуренция с другими, нет смысла, все мы разные, у всех у нас своя ниша. Нашу нишу, кроме нас, никто никогда не займет, поэтому конкуренция – это все глупо, не бывает конкуренции. Но каждый день не мешает себе поставить какую-то новую планку. Или в профессии, или же в уходе за собой, в силе мышц, какую-то новую планку. И не ставьте сильно высоко, чтобы мы могли за день ее достичь. Да? И вот вы посмотрите через полгода, там сила такая у вас будет, потому что каждый день чуть-чуть вы шли все больше и больше к своей силе. От силы к силе. Есть такое даже выражение красивое, библейское, по-моему, я не уверена. Итак, эта карта Die Hermit или же Отшельник. Вдруг кажется, колесница вместе с отшельником. Что это может означать? Но это же большой резон здесь есть, большой смысл и здравый смысл. Потому что когда жизнь так быстро меняется, столько всего происходит, вы так активны станете, вам захочется быть активным, а под лежачий камень вода не течет. И активность нужна для достижения того, что я вот это все озвучила здесь. Да? И в это же время вам дается отшельник. Отшельник говорит: «Хей, не забудь, какое-то времени дня, каждый день в течение полугода». Ведь расклад дает вам дельные советы, чтобы все осуществить. Каждый день уйди в себя. Это называется не одиночество, нет, ни в коем случае. Это называется уединение. Уединение, такое красивое слово. Solitude, еще красивее. А слово соло. Соло понятно на всех языках. Соло значит один. Или же солнце, сол, да? Вот. То есть будьте сами себе солнцем в этом уединении. Как вот у отшельника, там, если Rider-Waite, основная колода, там вот он с латерной, да, он на вершине горы, то есть свои достижения, он в черных одеждах, он вошел в собственный мир. Темный цвет – это как бы символ своего подсознания, и в руке у него латерна. Кажется, близко к нему латерна указывает путь. А в латерне самая блестящая звезда – Сириус. Кстати, я вот иногда тоже получаю ченнелинг от Сириус. И Сириус говорит людям, что будьте смелее, почему вы откладываете жить на потом? Религия так прекрасна. Религия все время говорит: потом, когда-то в раю будет, а сейчас вот терпите. Не нужно терпеть, нужно, как вода, как все в природе. Ничего не терпит в природе. В природе все ищет путь лучший к удаче. И вы так делаете. И вот это латерна, и там этот Сириус. Значит, что? Внутренний свет вам поможет найти этот путь. Поэтому каждый день уйти в себя, такое solitude, уединение. Пусть это будет 10 минут, пусть это будет 5 минут, но каждый день должно это присутствовать в вашей жизни. Еще не забудьте, у отшельника есть посох, это его атрибуты. На этой карте интересно, здесь как бы он отказывается, это как бы Христос, которого искушали, но здесь намек на это, другой подход. То есть не будьте искушаемы какими-то меркантильными целями, да, но вы и так не будете этим искушаемы, я даже говорить этого не буду, потому что меня смотрят очень осознанные люди все. Так что не об этом речь, а речь о посохе. Посох – это помощник. Помощники архангелы, вы сами себе помощник, так как ваше высшее Я – это божественное Я. Помощники ваши родные, здесь показано, родные, любимые, дети, семья. Ведь когда в семье есть взаимопонимание, лучше этого ничего нет. Ничего нет. А у вас в семье будет взаимопонимание. Вот какая сила, да? Смотрим еще из этой колоды. Четверка червовая, то есть четверка чаш. Это самая любимая карта. И здесь как Евгений Онегин, что ли, который читает письмо Татьяны. Да? Или же он, может, пишет уже свое письмо Татьяне, которая осознанная Татьяна, которая не хочет зависеть от мужчины. Она поняла, что не у мужчины счастье в самой себе, а часть счастья – это состояние. И она была в малиновом берете,
и с послом французским говорила. Но это просто, это не меркантильно, нет. Это то, что она делала, то, что ей было интересно, что ей было в кайф. Малиновый берет – это такой розовый цвет, да, это же символ радости. Ей было удобно в ее новой ипостаси женщины, свободной, не зависящей от чувств мужчины, да. И вдруг Евгений Онегин влюбляется в нее. И вот здесь вот Джейн Остин – это же Пушкин, то же самое, да, намек. Здесь вообще карты – это и вот эта пушкинская эпоха, игральные карты, младшие и старшие арканы Таро. Кладезь ума и мудрости в этих картах. Так вот здесь дуальность. Либо Евгений читает письмо Татьяны, такой молодой девушки, которая хотела посвятить себя мужчине, а не самой себе. Либо Евгений Онегин только что написал письмо, которое умолял ее снизойти к нему, да, и перечитывает это письмо, или перечитывает ее ответ. Не в том дело, что я другому отдана и буду век ему верна. Нет, вы посмотрите, как она там вела себя во время этого бала, второго бала, не первого бала, а второго, когда она была взрослая. Как она там себя вела. У нее жизнь, ей была в кайф, ей больше не нужен был другой человек, и она понимала, что никто другой не сделает тебя счастливой, только ты сама. Хух, открылась карта. Я делаю ченнелинг, кто не знает, и планетарный ченнелинг часто делаю, но у меня есть этот дар, да, открылась эта карта, она еще хочет открываться, но я чувствую, что сейчас, может быть, слишком длинно будет, так что буду закругляться. Anyways, это стабильная любовь. Четверка червовая или четверка чаш, это вот такое умение жить красиво, в кайф, умение жить с любовью к этой жизни, понимаете? То есть там любовь к себе. Любовь к себе – это умение за собой ухаживать, поддержать себя. Вот что любовь к себе. Это не лишняя рюмка вечером. Нет, это не любовь к себе. Это неправильное лечение ментальных болезней. Да? То есть здесь стабильная любовь и с каким-то человеком, вот с этим новым человеком. Да, там у Евгения Онегина это какой-то был уже взрослый мужчина, который понимает жизнь, понимает женщину. Вот не буквально поймите, а поймите это вот так иносказательно, что это не обязательно какой-то старший будет человек, ну, возможно, и старший, но который понимает и уважает женщину как равную себе. Здесь вот с таким будут у вас письма, переписки. Дайте знать, не могу дождаться, когда я от вас услышу комментарий. И так классно, что комментарии же можно всегда проверять. Даже если через полгода вы будете писать, у меня каждый день я открываю комментарии, там со всех видеокомментариев, которые я сделала и 6, и 7 лет назад, и сегодня, вперемешку. Так что если вы через полгода мне напишите, я в тот же самый день, не сомневайтесь, прочту ваши комментарии. Пишите. Я точно знаю, что у всех очень хорошо и радостно все это дело проиграется. Итак, что мы видим? Король жезлов. Вот этот не Евгений Онегин, а нового образца мужчина. Король жезлов. Король жезлов – это вы, успешные в делах. Это может быть, вы откроете свое дело где-то по интернету. Я уже давно об этом говорю, еще до этого кризиса я говорила, что делайте что-то маленькое, и не нужно никаких материальных вложений. Продавайте по интернету, и у вас обязательно будет успех. Ведь это людям нужно. Вы же делаете это с любовью, даете, да? И входит такой правильный закон Венеры. Дай с любовью, получи с любовью. Правильный товарно-денежный обмен. Это может быть вы в новой профессии через полгода. Вполне возможно. А также это может быть вы с новым мужчиной. Король жезлов, мужчина энергичный, на своих ногах, уверенный в себе и уважающий вас. Вот такая личность, продвинутая личность, да? Личность осознанная, личность 21 века, где уже идет новое вербальное общение. У нас у всех теперь новое вербальное общение. Да, есть перегибы во многих странах, но как без перегибов? Когда что-то новое, всегда есть перегибы, да? Но новое вербальное общение, уважение друг к другу и разрешить, позволить другим людям проявляться в жизни, заниматься тем, чем они хотят, что им в кайф, что им в удовольствие. Даже моя профессия, предсказатель, астролог, ведь 100 лет назад это была стигма, именно церковная стигма, да еще сейчас я слышу нехорошие слова, хоть и то, что я делаю, благородное дело, согласитесь, но если не согласны, напишите тоже, я прочту, конечно.
В общем, все для вас здесь выложено. Я, как умела, донесла до вас правду карт, а то, на что мне не хватило, может быть, словарного запаса, вы почувствуете в энергии этого видео. А энергия, конечно, вам на пользу, она созидательная. Она к тому, чтобы привести вас к благосостоянию, к любви и к счастью. Я точно знаю, что это будет с вами происходить. Жду ваших комментариев. Кстати, кто не подписан, конечно же, подписка ничего не стоит, но как приятно принадлежать к такому клубу. Как приятно выговориться на моих видео, получить советы моих карт и провести эстетичное время тоже с картами, а также время с близким другом в моем скромном лице, который всегда на вашей стороне. Всем любви, всем добра, медвежьи обнимашки из медвежьей горной страны, откуда я для вас работаю. Но не забудьте, самое красивое, самое счастливое, самое праздничное место – это то, где вы живете. Желаю вам и вашим близким всего самого лучшего. До новых встреч!